База ВВС Скайфилд сияла идеальной чистотой и гордостью. Под потолком звенели бокалы, отражая свет от металлических эмблем и наград. Воздух пах дорогим парфюмом и воском, а по залу плавно двигались мужчины и женщины в идеально выглаженной форме, воплощение дисциплины и статуса. На стенах висели портреты генералов, хранителей воинской славы. Это был вечер, где строились карьеры и шлифовался имидж военного совершенства. В этот отточенный до блеска мир вошла Ада Венс, пожилая женщина, словно шагнувшая из прошлого. Ей было под 80. На ней простое темное платье и старая полевая куртка цвета хаки, выцветшая от времени и солнца. Она выглядела чужой среди сияющих мундира, но держалась спокойно, почти гордо. Шепоты и косые взгляды не заставили себя ждать. Среди офицеров особенно выделился подполковник Демиан Торн, молодой, безупречный, уверенный. Его форма сидела как влитая, а медали блестели на груди. Он считал себя хранителем порядка и, увидев Аду, почувствовал вызов своему идеальному миру. Он подошел к ней. «Мэм, боюсь, вы ошиблись дверью. Это мероприятие для заслуженных военных». Ада посмотрела прямо в его глаза. «Меня пригласили». Торн усмехнулся. «В таком наряде? Это куртка, пережиток прошлого». Она спокойно погладила рукав. «Это не просто куртка». Торн наклонился ближе, сдерживая раздражение. «Тогда объясните, чем вы заслужили быть здесь, среди тех, кто воевал, командовал, спасал жизни». Его взгляд упал на выцветшую нашивку на ее рукаве. Черный квадрат с серебряной каплей в центре. Без букв, без символов. Он рассмеялся. «Это что, эмблема клуба вязальщиц?» Но смех внезапно стих. У ближайшего сержанта, седого ветерана, побледнело лицо. Он уставился на нашивку, словно увидел призрак. В комнате повисла тишина. Генералы и старшие офицеры начали оборачиваться, и по залу прокатилась волна узнавания. Каждый, кто служил в те далекие, мрачные годы, знал этот знак. Его не существовало официально, подразделение, которое исчезло из всех отчетов. Группа, выполнявшая миссии, о которых не говорили даже в закрытых докладах. Торн стоял в центре, не понимая, почему на него смотрят с ужасом и почтением. И тогда в зал вошел генерал Хейден Росс, легендарный командующий. Он уже собирался сделать выговор, но, увидев эмблему, остановился. Его лицо побледнело, а голос дрогнул. «Господи, серебряная капля!» В тот миг все осознали, кто стоит перед ними. Не странная старушка, а человек, чье имя когда-то было засекречено, чьи действия спасли тысячи, но были вычеркнуты из истории. Тишина длилась вечность. Торн опустил глаза. Ада лишь слегка кивнула, словно подтверждая. Некоторые вещи не нуждаются в аплодисментах. Генерал встал по стойке смирно. За ним весь зал. Старое, почти забытое уважение вернулось, как эхо прошлого.